Шаолинь – загадочный горный монастырь, где с помощью жестоких тренировок обучают боевым искусствам. Шаолиньских монахов можно увидеть в Mortal Kombat и культовых боевиках вроде «36 ступеней Шаолиня» или «Храм Шаолиня» с Джетом Ли. Монастырь сделали основой своей философии рэперы из Wu-Tang Clan. Его ежегодно посещают 3 миллиона туристов и с восхищением смотрят на тренировки монахов. Сами китайцы говорят, все боевые искусства поднебесные вышли из Шаолиньского монастыря. А еще именно в Шаолине зародился парадоксальный чань-буддизм, более известный нам как дзен. Нетрудно догадаться, что большая часть известного о монастыре просто мифы, родившиеся в 20 веке. Но так даже интересней. Легенды пополам с правдой породили совершенно уникальные явления. Давайте разберемся, откуда взялся и как жил Шаолинь на протяжении 1500 лет своей истории. Легендарная история шаолиньского ушу начинается в 520 году, когда из Индии в Китай прибыл 28-й патриарх буддизма Бодхидхарма. Он отличался высоким ростом, крепким телосложением, а также совершенно феноменальной, по мнению китайцев, бородой, за что получил прозвище «бородатый варвар». К счастью для бородатого варвара, буддизм тогда был в фаворе у императора, и колоритному иностранцу дали добро на проповедь. Бодхидхарма странствовал по всей Поднебесной, проповедуя свое учение. И вот однажды он остановился в никому неизвестной обители на горе Суншань. Там он погрузился в медитацию, сидя лицом к стене, и эта медитация продлилась целых 9 лет. Очнувшись от нее, он передал послушникам новое учение – чань-буддизм, а заодно разработал комплекс упражнений «идзинь-цин», переводится как «канон изменения в мышцах». Упражнения были нужны, чтобы снова набрать форму. Все-таки человек 9 лет сидел неподвижно и превратился в живой скелет. Ну и третьим подарком Бодхидхармы был набор ударов под названием «18 рук Архата». Это и была основа шаолиньского ушу, ну и вообще всех китайских боевых искусств. Форму Бодхидхарма восстановил быстро и собрал вокруг себя учеников, которые стали первым поколением шаолиньских монахов. А сам он стал первым патриархом чань-буддизма. После этого он инсценировал свою смерть и вернулся в свою страну бородатых варваров, то есть в Индию. Конечно, все это легенды, и большая часть этих легенд была придумана в начале 20 века. История о том, как Бодхидхарма создал ушу, впервые появилась в романе «Путешествие Лао Цаня». Это был такой сериал, который с 1903 по 1906 выходил в литературных журналах. Роман рассказывает о китайском бродячем лекаре 19 века. И среди прочих персонажей там, например, фигурирует Шерлок Холмс. То есть история, мягко говоря, эклектичная. В 1919-м история о Шаолине вошла как исторический факт в спортивный справочник «Секреты шаолиньского бокса». С тех пор миф считается неоспоримым, а монастырь Шаолинь и китайское правительство с истинно буддийским спокойствием не оспаривает неоспоримое. Официально при этом считается, Шаолинь основан даже раньше, в 495-м, на месте еще более древнего даосского монастыря. И это был крупный, если не главный центр буддийской культуры в Китае. Там работали известные переводчики и мыслители. В основе ушу лежит китайская народная борьба шуайцзяо. Она существовала за сотни лет до основания Шаолиня. Ну а свод упражнений идзинь-цзин, созданный в 1624 году даосским алхимиком с причудливым псевдонимом «Человек, идущий путем фиолетовой коагуляции», алхимик собрал известные ему упражнения гимнастики цигун, а авторство для приличия приписал древнему патриарху. В 1824 году вышли мемуары модистки Марии Антуанетты, мадемуазель Розы Бертен. В многотомном издании, среди прочего, была заметка насчет обновленного ей старого платья королевы. Новое – это забытое старое. Позже оказалось, что мемуары поддельны, а новая мысль иронично оказалась забытой старой. Ее еще в XIV веке озвучил английский поэт Джеффри Чосер. И ведь действительно, все циклично. И когда-то популярные тренды снова становятся актуальными. Особенно приятно, когда возвращается что-то по-настоящему хорошее. Например, безлимиты в мобильной связи. На днях МТС объявил, что возвращает тот самый настоящий безлимитный интернет, да еще на выгодных условиях, всего за 1 рубль в месяц.
Подключить его могут действующие абоненты. А для новых пользователей специальное предложение. Тариф 24 всего за 390 рублей в месяц с возможностью добавить к нему безлимитный интернет также за 1 рубль. Поэтому, друзья, переходите по ссылке в описании и успейте подключить безлимитный интернет от МТС. Предложение действует до конца января. Мы знаем, что уже первый настоятель Шаолиня, проповедник по имени Бато, искал достойных бойцов и брал их в послушники. Известны даже имена 2 первых шаолиньских монахов, которые занимались ушу. Одного из них, Хуайгуана, настоятель заметил, когда тот играл с мячом на краю пропасти, пренебрегая страхом смерти, и набил мяч 500 раз подряд. Из этого парня действительно вышел великий боец. Второй, по имени Сэнчоу, был болезненным и чахлым, но стал непревзойденным мастером ударов ногами. Говорят, что он был способен бегать по стенам и в прыжке достигать потолка. Сама жизнь на Шаолине заставляла монахов стремиться к боевым искусствам. Монастырь построен в глубине горной гряды Суаншань. Это суровое место. Тут полно разбойников, диких животных и других опасностей. При этом обитель владела большими угодьями. Император Поднебесный вскоре после основания пожертвовал монастырю 667 гектаров земли. Монахам с самого начала приходилось сражаться с бандитами и отбиваться от диких зверей. И этим они отличаются от западных рыцарских орденов, которые ориентировались на большие сражения и стратегию. Шаолиньцам важнее было уметь выживать в стычках 1 на 1, без доспехов, с дорожным посохом вместо оружия. Вскоре монахи смогли отплатить императорскому дому. В VII веке новая династия Тан столкнулась с крупным мятежом. Военачальник Ван Шичун сумел захватить столицу и отправил своего племянника в окрестности Шаолинь, чтобы разместить здесь штаб. 13 воинов-монахов собрали ополчение, сокрушили мятежников и захватили вражеского полководца в плен. Будущий император Ли Шиминь, возглавлявший борьбу с восстанием, не забыл эту услугу и даровал монастырю еще 267 гектаров земли. С тех пор Шаолинь находился под протекцией императоров почти всех династий. Некоторые монахи посещали монастырь, а основатель династии Сун, император Тайцзу, правивший в X веке, даже владел приемами стиля, который впоследствии стал известен в Шаолине как длинный кулак Тайцзу. Его потомки сформировали из монахов отряд по охране границ от кочевников. Эпоха монгольской династии Юань 13 и 14 века стала временем расцвета для Шаолиня. Во-первых, хан Хубилай, который захватил Китай, сделал ставку на буддизм, а не на ислам, как другие потомки Чингисхана. А Шаолинь снова поддержал легитимного правителя, пусть и чужеземца. Монастырь даже был сожжен бунтовщиками во время восстания красных повязок. Во-вторых, монголы, придя к власти, запретили простолюдинам носить оружие. Правило распространялось на всех, кроме монахов. Многие мастера ушу предпочли уйти в монастыри, лишь бы оставить за собой право на оружие. Однако зенита своей славы Шаолинь достиг в эпоху Мин, между XIV и XVII веками, после того, как китайцы свергли монгольскую династию. Именно в это время сформировался собственный уникальный стиль, который называли шаолиньским. До этого монастырь был скорее котлом, где варились различные боевые искусства. С тех пор на базовом уровне шаолиньское ушу характеризует 4 свойства. Во-первых, ушу практикуют на месте, где может улечься бык. По мнению мастеров, для тренировки должно быть достаточно крохотной комнаты, дворика или утеса. Китайская пословица гласит: если птица в клетке научится летать, выбравшись, она станет больше дракона. Вторая особенность ушу – кулак бьет по прямой линии. В шаолиньском ушу предпочтение отдается прямым ударам. От начала удара до конца всегда можно провести линию или, говоря образно, натянуть нить. Третья особенность. В момент удара рука не должна быть разогнута до предела. Это обеспечивает сохранность суставов и связок, а также дает подвижность на случай, если противник попытается схватить и заломить руку. Но нужно избегать и слишком согнутой руки, чтобы удар был достаточно сильным. При этом кулак при ударе как бы вкручивается в пространство. Это дает силу и резкость. Четвертый момент. Большое разнообразие комплексов и техник.
Конкурируя с другими центрами ушу, в первую очередь это Удан и Эмэй, а также набирая мастеров со стороны, Шаолинь впитал и переварил сотни стилей. В эпоху Цин, 17-19 века, в документах указывалось сотни стилей, которым нашлось место в монастыре. Сейчас их насчитывают до 360. Главное, что такое разнообразие дало Шаолиню малые и большие формы. Это значит, что мастер старался изучать не один стиль, но и некоторые соседние, похожие, даже если у них было разное происхождение. Это обеспечивало тактическую маневренность. В бою монах мог переходить от одного стиля к другому и даже комбинировать их. Так, например, появился стиль «Кулак богомола цветка сливы» из объединения техники семизвездного богомола с техникой «Кулак цветка сливы». Исторически в Шаолине особое внимание уделялось посуху. Это была такая локальная фишка. В эпоху Мин были написаны такие трактаты, как «Разъяснение истоков шаолиньских методов владения шестом» и «Способы боя с копьем из беседки записей грез». А армия всерьез заинтересовалась методами монахов. Военачальники регулярно просили шаолиньских бойцов тренировать свои войска. Но самое главное, монахов привлекли к борьбе против японских пиратов, которые десятилетиями грабили китайское побережье. Начиная с эпохи Цин, с 17 века и вплоть до недавнего времени, Шаолинь переживал тяжелые времена. Завоеватели-маньчжуры жестоко подавляли любые зачатки народных восстаний. Ушу посчитали одним из них, поскольку влиятельные тайные общества «Союз неба и земли» и учение Белого лотоса использовали Шаолинь как символ антиправительственной борьбы и даже распустили слух о том, что имперские войска сожгли монастырь и убили монахов. В итоге цинские власти назвали Шаолинь пособником опасных ересей. Монахам запретили изучать боевые искусства. 25 дворов для обучения были снесены. Мастерам пришлось тренироваться ночами в зале 1000 Будд, построенном для хранения буддийских книг. В более поздних свидетельствах указано, от долговременного и непрерывного занятия ушу на земле дворца было вытоптано 48 углублений. В целом же Шаолинь пришел в упадок, как и его искусство. Синьхайская революция 1911 года только ухудшила положение монастыря. В конце 1920-х монахи Шаолиня оказались втянуты в распри военачальников. Они встали на сторону генерала Фань Чжунцю, который в юности изучал в монастыре стиль «ладонь киноварного песка». К их несчастью, победителем вышел генерал Ши Юсань, и весной 1928 года его войска сожгли монастырь дотла. В огне было уничтожено множество залов и 5500 томов буддийских книг. Во время культурной революции монахи были вынуждены окончательно покинуть монастырь. Статуи Будды были разрушены, а храмовые владения национализированы. Казалось, это конец. Однако со временем подход коммунистов смягчился. Правительство решило использовать ушу в пропагандистских целях. Причем огромную роль в этом сыграл фильм «Храм Шаолинь» 1982 года с молодым Джетом Ли. Став культовым, он вызвал всемирный интерес к боевым искусствам. И в результате монастырь был восстановлен и снова заселен. Сейчас Шаолинь – это своеобразное культурное достояние Китая. Шаолиньские монахи – постоянные герои боевиков и видеоигр. В 1994 году монастырь официально стал национальным брендом Китая и начал открывать свои представительства по всему миру, включая Россию. А в 2010-м он был объявлен объектом наследия ЮНЕСКО. Ежегодно 3 миллиона туристов посещают монастырь, чтобы увидеть невероятные трюки и чудеса выносливости и силы. Но это в некотором смысле лукавство, потому что настоящих монахов почти никогда не показывают посетителям. Мастера ушу, которых видят туристы, только послушники, и большая их часть так и останется в этом статусе, не пройдя жесткий отбор. Монахи же выходят из закрытой части комплекса с наступлением вечера, когда монастырь закрывается для посетителей. Забавно, что Шаолинь стал символом сопротивления, особенно в гонконгских боевиках и мифологии рэперов из Ву-Танг. При том, что большую часть истории монастырь пользовался привилегиями и был оплотом властей, неважно, китайских или пришлых. Это происходит и сейчас. В 2018 году Шаолинь впервые за свою 1500-летнюю историю поднял государственный флаг Китая в рамках патриотической кампании.
Жест расценили однозначно. Сам Си Цзиньпинь благоволит Шаолиню, а с ним и весь китайский народ.